Доктор Томас Маклейн был известным ветеринаром в небольшом городке на окраине живописного леса. Он всегда стремился к тому, чтобы помочь животным, которые оказывались в беде, будь то выброшенная на улицу кошка, раненый енот или собака, страдающая от жестокого обращения. Этому призванию он следовал с юности, когда загорелся идеей заботиться о животных после того, как спас бездомного щенка в районе своего родного города. С тех пор у него началась настоящая одиссея, наполненная дружбой, состраданием и нежеланием сдаваться перед трудностями. После многих лет обучения, стажировок и постепенного повышения квалификации он открыл свою клинику в этом небольшом городке, где его услуги были незаменимы. На его пороге всегда собиралось множество посетителей, как людей, так и их четвероногих друзей. Доктор Томас верил, что его работа — это нечто большее, чем просто ветеринарная практика. Он видел в ней шанс изменить судьбы животных, даровать им надежду и второе дыхание. Однако, как и в любом призвании, его трудности не были безоблачными. За годы своей практики доктор столкнулся с множеством запутанных ситуаций, в которых животные страдали от беспощадного обращения, пренебрежения и жестокости. С глубокой заботой и состраданием он не раз переживал трагические моменты, когда приходилось прощаться с теми, кто не смог преодолеть свои страдания. Но даже после темных дней его сердце оставалось открытым для тех, кто нуждался в поддержке и помощи. Вот однажды, особенно тяжелый день для доктора Тома. Он только что закончил долгую операцию и, вытирая пот со лба, вернулся в ожидание новых пациентов. В воздухе стояла тишина, однако ухо Тома уловило одинокий всхлип, доносящийся из боковой комнаты. Смущенный, он открыл дверь и, попав внутрь, встретился с невиданным зрелищем. В тусклом свете комнаты доктор заметил прижавшуюся к стене дрожащую фигуру собаки. Уши у нее были настороженно подняты, а глаза полны страха и недоверия. Доктор не мог оставаться равнодушным. Он понимал, что для этой собаки страх стал ее единственной защитой. Она ждала, когда наступит очередной удар, хотя в глазах ее также отражался мрак страха, обиды и боли. «Здравствуйте», — тихо начал доктор, его голос едва громче шепота. Уши собаки навострились на звук, но ее глаза по-прежнему были полны трепета. Понимая, что страх может быть непреодолимой преградой, он предпринял осторожные действия. У него была своя стратегия — установить доверие с помощью медленных, ласковых жестов. Он сделал шаг вперед, стараясь не испугать уязвимого пациента. Каждое его движение было обдуманным и осторожным, выражающим негласное послание доверия и сочувствия. Томас опустился на колени, встретив собаку на уровне глаз. Он знал, что в этот момент важно не только говорить, но и показывать своей физической позиции, что он не представляет опасности. В акте сочувствия он лег на пол рядом с испуганным существом, прикасаясь к холодному плиточному полу. Когда доктор опустился на землю, защитные силы собаки начали снижаться. Он принял на себя основную нагрузку, став защитным барьером для нее. Напряженная поза собаки постепенно ослабла. Она постепенно чувствовала, что доктор здесь для того, чтобы защитить и поддержать. Он чувствовал, как ее эмоциональная база переполнена страхом и недоверием. Сделав следующий шаг в укреплении связи, доктор полез в карман и достал пакет с лакомствами. Он знал, что еда — это мощный инструмент для создания доверия. Деликатно он разместил дорожку из угощений, ведущую от угла, где пряталась собака, к месту, где он находился. С каждым шагом, который она могла сделать от своего несчастного положения к неизведанному, голод и любопытство собаки начинали становиться сильнее. Измученная, голодная и явно истощенная,
Собака, наконец, ощутила, как инстинкты берут верх. Она осторожно двинулась вперед, следуя за дразнящим запахом угощений. Нерешительность собаки исчезла, когда она поняла, что подношение было не ловушкой, а приглашением к новому началу. Доктор Томас с теплой улыбкой наблюдал, как собака вышла из угла. В ее усталых глазах теперь забрежил проблеск надежды. Он медленно протянул руку, позволяя собаке приблизиться в своем темпе. С каждым взмахом руки и каждым шепотом доктор уверял собаку, что это безопасно. Прошло время, и минуты превратились в полчаса. Опасения собаки испарились, сменившись растущим доверием к доброжелательности доктора. Совсем скоро она осторожно взобралась на колени Томаса, ища утешения и находя его в его нежном присутствии. Когда собака прижалась к нему, доктор почувствовал глубокое удовлетворение. Когда-то избитое и недоверчивое существо нашло убежище, место, где страх мог превратиться в радость. С тех пор их связь стала крепнуть с каждым днем. Каждый день Томас приходил в клинику, и собака ожидала его с нетерпением, виляя хвостом и прильнув к его ногам. Доктор наблюдал, как страховка от прежних травм рассеивалась, а доверие расцветало. Он продолжал обучать ее основам: как вести себя с другими собаками, как реагировать на людей и, самое главное, как быть счастливой. Постепенно собака открывалась этому миру. С каждым новым шагом она стала проявлять свою игривую сторону, начиная играть с игрушками и даже общаясь с другими пушистыми пациентами, которые приходили в клинику. Очень скоро она приобрела ласковое имя — Нелли. Год прошел, и Нелли полностью преобразилась. Она больше не была испуганной собакой, прижавшейся к стене. Теперь это была счастливая и здоровая собака, которая могла бегать и играть. Доктор, наблюдая за тем, как она несется по двору, наслаждаясь своим новым бытием, начал задумываться о том, какие изменения происходят не только в животном, но и в нем самом. Томас понимал, что во многих случаях ему было необходимо не только исцелить тело, но и восстановить душевное состояние его подопечных. Каждый раз, когда он находил новое животное, нуждающееся в помощи, он вспоминал свою первую встречу с Нелли, как страх и недоверие могли быть преодолены с добротой и терпением. Эти животные стали его источником вдохновения и бодрящего витамина. Будучи вовлеченным в множество случаев, он увидел, что любовь и терпение могут перевернуть даже самые мрачные обстоятельства. Его клиника стала местом восстановления и возрождения для животных и их владельцев. И каждый раз, когда он сталкивался с новой собакой, он делал все возможное, чтобы создать такую же позитивную атмосферу, в которой Нелли могла расцвести. В один весьма особенный день в его клинику пришла совершенно новая собака, но ей требовалось внимание и забота так же, как и Нелли когда-то. Этот случай показал Томасу, что его работа была не просто профессией, а целым призванием и благословением. Он снова взглянул на Нелли, которая теперь с большим удовольствием и с неистовой энергией играла со своей новой подругой, напоминанием о том, как важно давать вторые шансы. Доктор Томас еще долго бывал со своими питомцами, понимая, что животные — это не только пациенты, но и настоящие друзья, способные давать любовь и радость. И каждый раз, когда он отправлялся в путь своих историй, он знал: в его клинике каждый посетитель был не просто пациентом, а особым существом, которое однажды испытало страх, но теперь находилась на пути к свету, олицетворяя надежду и любовь в чистейшей форме. Так, неприметная встреча, начавшаяся в тусклом свете клиники, завела доктора Томаса на новый путь, полный смыслов и благодати. Тем самым история о Нелли и о других животных напоминали ему каждый день:
Даже в самых отчаянных моментах возможно пробуждение надежды и пути к исцелению. Ему удалось заново построить доверие, а любовь и забота стали языком, который понимали все живые существа, находящиеся под его защитой.